По-настоящему дикий ужас обуял меня, когда после очередного обвала породы, обессиленный и почти отчаявшийся, я выронил фонарь в пропасть, оголившуюся под ногами. Да, батарейки внутри уже давно разрядились, но сам факт обладания теоретическим источником света дарил мне микроскопическую надежду. Теперь же, после бесконечно долгих секунд полета, он разбился вдребезги, оповестив о своей кончине тихим эхом, донесшимся откуда-то из глубины. Только здесь я отчетливо осознал, насколько многосоставная и многослойная штука время. Время — это свет. Время — это запахи, это вкусы и звуки. Сложная материя, окутывающая всю нашу жизнь от теплых и заботливых рук, мягких пеленок до холодного и влажного от слез савана. Ощущение, которое притупляется с течением жизни, но черт, какое же острое это чувство в первые годы на земле. Обычно упругая субстанция, податливая, она меняет свою форму, то заполняя все пространство вокруг рыхлой. Сыпучей, искрящейся радостью, то плотно стягивает все тело, сдавливая слабую грудь. И если ты читаешь этот дневник, время, вязкое или тягучее, хрупкое или мягкое, является частью тебя. О, даже не так. Ты являешься его частью. Боже, сколько бы я отдал за возможность еще хоть раз ощутить его. Здесь же такого понятия нет. Его просто невозможно почувствовать. Это откровение пришло ко мне не сразу, но заставило испытать неподдельный животный страх. В глубоких недрах скал слой за слоем хрупкая ткань времени осыпалась, пока не истлела совсем. Теперь, приняв эту истину, я стал свободным. В холодной и сырой темноте. Без единого шанса на спасение. Циферблат на запястье перестал быть различимым спустя часов 15 после падения сюда, но до сих пор, спустя все эти дни или недели. В полной темноте я слышу тиканье, которое помогает мне хоть как-то очерчивать в голове окружающее пространство и не чувствовать себя таким одиноким. Толку от спичек никакого нет, в сырой пещере дров не найти, да и консервы не разогреть. Если вначале свет пламени просто ослеплял меня, то через какое-то время стал пугать. Сознание сплетает из звуков вокруг жуткие образы. Что если рядом кто-то есть? Хотя, не знаю. Это не так страшно, как одиночество. Но побаиваюсь лишний раз играть с огнем. Ладно, пока попробую поспать. До встречи. Нашел относительно сухое место, могу сделать пару записей. Хотел поделиться открытием. Я же могу определять время по длине бороды и волос. Хотя бы примерно. Нас стригли как раз в тот день, когда электричество отрубили, значит. Прошло дней 7-8. Интересно, как дела у парней? Они, наверное, побежали через лес. Ох, все бы отдал, чтобы меня поймали и посадили обратно в сухую камеру. Так странно, для кого я фиксирую эти мысли. А главное, я не могу даже проверить, правильно ли пишу слова. Надеюсь, что правильно. Неважно, впрочем, это позволяет мне сойти с ума. Вроде бы занятие какое-то есть и отлично. Было бы намного приятнее писать в заметках на телефоне, конечно, но в сердцах я разбил его практически сразу. Что от него толку? Связи не было, сообщить о себе я не мог, да и не стал бы, опасно это. Ну все, отбой. Привет. У меня осталась пара банок консервов. Растягиваю их как могу. Воды в достатке, она капает со сводов пещер почти везде. Но ее солоноватый вкус уже почти невыносим. Стараюсь предпринимать что-то активнее. Ориентиров никаких нет, звук в тоннелях везде одинаковый. Решил двигаться, нельзя стоять на месте. Проверяю тупиковые лазы камнями, кидаю в проход и слушаю. Пока отлично работает. Чтобы не ходить по кругу, на каждом перекрестке выстраиваю линию из камней на полу и ползу дальше. Вставать на ноги боюсь. Кажется, что потолок достаточно низкий, а еще иногда проваливается порода прямо под локтями. Не так много времени в запасе, надо торопиться. Времени смешно. Слышу периодически какой-то шепот за спиной. Очень страшно. Наткнулся на линию из камней. Закричал от ужаса. Лучше бы я этого не делал.
Голос стремительно разнесся под сводами, забившись во все доступные полости и рикошете назад искаженным, синкопированным эхом. Слышал какое-то движение и звуки. Видимо, летучие мыши. Жуть как страшно. Предпочел бы думать, что я тут один. Последняя банка консервов опустела. Если подсчеты верны, то я продержался около 14 дней. Неплохо чувствую себя после 100 грамм еды в день, наверное. Но силы уже покидают. Слышу подземную реку, протекающую где-то на глубине. Она, вроде бы, достаточно глубоко. Может, лучше так, чем ждать. Почему это все происходит со мной? Почему надо выбирать из двух ужасов наименьший? Надо было остаться. Почему я побежал в гору? Почему провалился сюда? Придя в себя после падения, я отчетливо слышал лай собак над головой и чавканье сапог. Но решил промолчать. Решил испытать судьбу. Решил найти выход сам. Уверен, что они уже давно перестали искать. Утопили дело в бюрократии, как обычно, и забыли. Ненавижу. Я чувствую, что это конец. Больше нет сил бороться, а шум воды на глубине обрыва зовет меня. Надеюсь, что кто-то найдет эти записи. Если вы это читаете, значит, меня уже нет. Итак, меня зовут Макс Глетчер, 36 лет. Во время урагана 20 сентября свет в стальном аркане отключился, и мы вместе с поддельниками, прикончив охрану и прихватив то, что попалось под руку, сбежали. Разделившись, мы ринулись в разные стороны. Я устремился к склону горы, который находился в километре от стен тюрьмы. Буря усиливалась, оползень сбил меня с ног и унес в полость под горой, где я продержался почти 20 дней. Можете изучить мое дело, оно наверняка пылится где-то в архивах. Но информация там ложная. Я хочу, чтобы вы знали, авария была чистой случайностью. Да, я нагнулся за зажигалкой, завалившейся под сиденье. Да, надо было смотреть на дорогу, но он переходил в неположенном месте. На пустой дороге в середине ничего. И если бы я получше спрятал тело, то, уверен, меня сдал кто-то с автомойки. Наверняка у них стоят эти идиотские камеры. Ну подумаешь, помял бампер, с кем не бывает. Нет, зацепились за это. Я ни в чем не виноват, это была случайность. Они даже не стали слушать меня. К черту это все. Шепот уже давно настиг меня. Мы разговариваем периодически, почти подружились. Вот зовет меня к себе вниз. Ладно, увидимся. Передавай привет моим при случае. Deixa eu morrer, só se até pros bandidos, então